Ну, для начала тогда представлюсь для зрителей. Да, всем добрый день. Меня зовут Артем Лорес, и я являюсь руководителем компании Аргентина Руса. Вот, представлю вам Андрея. Вот, Андрей наш клиент, который уехал в Аргентину. Когда уехали, Андрей? В этом году или в том еще? Так, получается, уже полгода прошло. А, Ну, это ага. уже То где-то так, уже да, полгода мы. путаница со всеми, да. Ну, и Андрей любезно Да, согласился мини-интервью дать, да, как он вообще для наших будущих клиентов, то есть которые сейчас в стадии принятия решения, думают про Аргентину. Вот. Ну, вот мы подготовили Андрею ряд вопросов. То есть, ну вот, Андрей, как вы мгм. знали ли что-то вот об Аргентине до переезда? Почему именно Аргентина? Вот многие спрашивают. Да, ну как знали, мы знали очень мало, мы просто почитали, куда нам ехать, потому что мы находились в Грузии на тот момент, Мгм. и особо перспектив в Грузии мы не видели, потому что там постоянно визаранить нужно было, и особо неприятная атмосфера очень там была, скажем так. Вот. И мы решили, что надо куда-то ехать, чтобы на перспективу, чтобы было какое-то, ну, чтобы можно было там как-то обосноваться на подольше уже. Вот. Мы пересмотрели там в интернете, перешерстили страны, посмотрели, у кого какая миграционная политика, куда более-менее еще нормально попасть. Мы еще, правда, не знали, какие дорогие билеты будут. Вот. И нам казалось, что ну, мы как-то про это сразу не подумали. Вот. Потому что это, конечно, это один из минусов Аргентины, что дорогие билеты. Вот. Посмотрели и выбрали, потому что проще всего здесь зацепиться, остаться. Очень легкая миграционная политика, никто никого не выгоняет, никаких ну, там каких-то сложностей с въездом и так далее. Вот. Ну, плюс какие-то отзывы тоже слышали вот от тех, кто уже там приехал. Вот. Поэтому вот решили сюда. Как-то так. Мгм. Ну, а какое вот первое впечатление об Аргентине? То есть, ну, вот прилетели там, вот все, там, вышли с аэропорта, вот, едете, Буэнос. Ну, мы вышли с аэропорта. Ну, какое первое впечатление? Мы очень уставшие были. Поэтому первое впечатление, наверное, было не после аэропорта, потому что там с аэропорта мы загрузились сразу в машину и поехали, где мы сняли квартиру и так далее. Вот. Первое впечатление, м, сложно сказать. Я вот сейчас так вспоминаю. Оно как бы не было таким, что типа хопа и сразу какое-то вот типа вау, вот Аргентина. Оно как-то за несколько дней накопилось. Я помню, что мы приехали, утром проснулись, и первое, что мы сделали, мы пошли в какой-то небольшой магазинчик, оставили детей дома, сами пошли пройтись по улице, вообще посмотреть, что это такое. Ну просто вот вышли, пошли там продукты какие-то купить. Вот. И вот первое впечатление, это просто мы по обычным улицам стали идти в продуктовый магазин. Вот. Поэтому впечатление, оно такое было, не то, что вот как у туристов, там они приехали сразу в центр, да, там куда-то, они такие, ну, город, прикольно, Аргентина, да, вот люди здесь живут, магазины какие-то, хорошо. Ну, это потом уже там поехали, посмотрели парк Центенарио, там поехали еще там по всяким местам каким-то более-менее туристическим посмотрели, там на площадь, на центральную, эту стеллу там и так далее, в общем. Более-менее как-то уже посмотрели, увидели, как красиво, вот эти домики, здания всякие европейского такого типа, то есть как бы такое все, как будто чем-то отдаленно на Европу похоже, то есть есть такое. Вот, ну, как бы, а так как-то не до впечатлений немного было. У нас еще трое детей, поэтому вообще постоянно надо было что-то делать, куда-то бежать, там, то сим-карты купить, то еще что-нибудь. И как-то эти все впечатления, они вот накапливались. И вот сейчас они уже как-то более-менее уже сложились в какую-то общую картину. Ну вот так первый день, ну, город классно, тепло было, я помню, приехали. Ну, мы приехали из Грузии, там тоже, в общем-то, не особо холодно было, и поэтому мы вообще не избалованы тем, что, то есть наоборот, избалованы как раз-таки тем, что мы и так в тепле жили, в России мы жили в Краснодаре, там всегда жарюка была страшная, всегда тепло, жарко, и мы привыкли особо, ну, есть люди, кто там с севера приехал, им классно, климат, типа, крутой, здорово и вообще. Да не обязательно с севера, просто даже там или из Питера кто-нибудь приедет, скажет, о, что это, солнце тут в небе есть. Вот. Вот, кстати, первое впечатление, вот, вспомнил я первое впечатление одно, действительно, оно может быть не совсем важное, но я заметил, что здесь все время голубое небо, очень такое насыщенное голубое небо,
оно все время почти голубое, облаков почти никогда нету. Даже вот сейчас у нас получается зима, и я бы не сказал, что все прям все время облачно. Когда-никогда облачка появятся. Но вот, вот это удивило очень сразу. Я помню первое, что обратили внимание, что небо такое прям очень красивое прям было. Вот это прям в первый же день мы заметили. Оно прям отличается, да, действительно. Вот. Ну, а так, по первым впечатлениям, Мгм. остальное сложно сказать. Ну, москвичей порадует голубое небо, потому что, да, в Москве вот это, я ее называю бетонная плита, которая висит над тобой. Да, 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 да. Вот, тут в этом смысле, конечно, да, приятно здесь. Мгм. Ну вот, а по поводу детей, кстати, вот тоже затронули вопрос. Мгм. У нас многие люди спрашивают, вот как с детьми, то есть куда устроить, было ли там, были ли какие-то сложности, допустим, детишек устроить там в школу, детский сад. А, Вот тут от меня толку будет мало, сейчас объясню почему. Потому что у нас дети занимаются по удаленке. Они у нас Мгм. привязаны к московской школе, и Мгм. эта московская школа позволяет удаленно репетиторствовать. Там, ну, репетиторы отдельно у нас, Мгм. потом мы просто сдаем экзамены в этой школе по удаленке. Поэтому в школу они пока здесь в местную не ходят, но я могу рассказать по тем, кто здесь, вот у нас знакомые, кто сюда приехали тоже. Вот. И, в общем-то, по их отзывам я слышу, что они довольны местными школами и говорят, что в целом их все устраивает. Плюс очень атмосфера такая ненапряжная в школах. Никто никого там ни на кого не кричит. Все очень дружные, все такие, как, то есть в этом смысле, ну и плюс никаких проблем с устроиться в школу нету абсолютно здесь. Там даже если, насколько я понял, что даже если у человека нет вообще никаких документов, можно привести ребенка в школу, его возьмут без проблем, не надо там, никто не проверяет, там, легально ты, нелегально находишься вообще. Ну и с медициной, кстати, та же история. Медицина бесплатная, тоже всем пофиг. Легально, нелегально, никто никакие паспорта, ничего он не спрашивает, насколько я помню, там вообще все. Ну, опять же, если вы в платную клинику пойдете, наверное, там чуть какие-то, может, другие условия будут, не знаю. Но вот все, что касается бесплатных этих самых услуг, там в этом смысле все окей. Поэтому вот так вот могу рассказать только. Ну, кстати, насчет школы, да, хорошее предложение. Мне почему-то, вот сколько с клиентами общался, всех пугает, что дети, как они будут учиться на испанском. Вот мне, честно, Не, ни разу можно в голову не удаленно. пришло, да, что учить. Можно удаленно, да. Мгм, Да, да. да, это рабочий вариант, и причем мы еще, когда в России жили, они так у нас занимались, Мгм. еще до переезда, и для нас переезд вообще не составил никаких проблем, потому что дети в школу, ну, нам не надо было менять школу сначала на грузинскую, Мгм. никакого стресса у детей нет, они в своем ритме учатся, и можем ездить хоть по всему миру, и всем, ну, по барабану, что они там, Мгм. Да, да. очень удобно. Мгм. Ну, а касательно вот безопасности еще вот такой момент, что многие люди там говорят, что чуть ли не там техасская резня бензопилой какая-то происходит, то есть это страшно. Эм, Вот как там? Ну, насчет безопасности, да, что могу рассказать. Ну, я бы не сказал, что, да, люди преувеличивают, конечно, часто, вот. Я не скажу, что тут прям как-то прям опасно очень. Ну, преступность есть, она из разряда, ну, такая же преступность, как примерно, если вы поедете в Италию куда-нибудь или во Францию, у вас также там могут сумочку свистнуть. Вот у меня недавно знакомый был, э, да, в Италии он был, и со знакомой девушкой, они там где-то ходили, и она оставила в кафе сумочку на стул, ее украли. Вот, положила она, ее украли. Вот, в Аргентине может быть примерно такая же ситуация, если где-то на улице кушаете и положите телефон вот на самое видное место на столе, то не обязательно, но есть шанс, что его могут украсть. Ну, типа, но здесь нету никаких там убийств или каких-то таких. То есть даже если это кража там где-то случится, то это типа из разряда выхватили из рук. Что-то просто не надо светить дорогими вещами, вот так ходить с телефоном, с новым айфоном, всем показывать его. Вот, и все. Ну, если велосипед, то велосипед нужно пристегивать хорошей цепью, потому что у нас украли велосипед. Он просто купил велосипед жене на день рождения, там $500 стоил велик. Вот, она поехала, в первый же день поехала в магазин, пристегнула его просто вот такой тоненьким тросиком. Через полчаса приходит, все, нет велосипеда. Вообще. Мгм. Ну, Просто жесть. Велосипеды воруют. Да. ну, а какого-то гоп-стопа нету, да, потому что вот многие боятся, что кто-то там кого-то там встретит. Ну, я не сталкивался. Я вижу, что в чатах пишут про это. Я лично не сталкивался. Просто зависит еще от образа жизни. Я не так прям много хожу. Я дома работаю в основном.
ну или на такси езжу. Если не ходить по всяким странным злачным районам ночью, то... Ну это типа как в России, не знаю, вот как в России где-то типа 2000 год еще, вот типа 99-й, 2000 год, вот в то время в России, если пойти в какой-нибудь опасный район, там, ну, не знаю, такую конечную станцию метро, там, приехать и пойти куда-нибудь, ну, тоже могут и телефон забрать, и все такое, да. Вот. Но да здесь даже помягче в этом смысле. Я не думаю, что даже такое будет. Просто аккуратненько, не нужно сильно прям... Ну, не, можно ходить с телефоном, пожалуйста, можно. Вот когда людей вокруг много, когда какие-то центральные улицы, там, пожалуйста, никто ничего не заберет. Вот. Просто так иногда поглядывать, немножко быть на это. Ну, здесь в целом я такого не видел, чтобы кого-то прям тут убили или ну, такое будет. Если кого-то убили, то это тут на весь Буэнос-Айрес будут новости, несколько дней там будут, неделю обсуждать. Нет, такого тут. И пока я не видел такого вообще. Так что Мгм. вот так. Ну, а если какое-то, допустим, предвзятое там отношение именно к русским, как вот в Европе там после вот 24 февраля Мгм. среди местных? Нет, вот, кстати, да, вот, кстати, здесь круто то, что, может быть, пока такая ситуация, я не знаю, может, потом что-то изменится, когда русских еще приедет много-много, но сейчас пока на данный момент вообще даже не то, что намека, они, тут даже некоторые не знают, где Россия находится. Им говоришь, откуда, типа, из России, они такие, а где это вообще, что это за страна? То есть, да мне такие даже попадались, что он типа, вот, и поэтому для них, они даже скорее наоборот, вот особенно таксисты, они там закорешиться хотят, типа, о, круто, из России, там, вот кто знает, что Россия, они, о, там, круто, круто. В общем, нет, абсолютно, особенно после Грузии контраст, конечно, очень сильный получился. Оттуда мы, когда уезжали, там уже такая была довольно напряженная ситуация, еще вот эти все надписи кругом. Сюда приехали вообще на границе этот таможенник довольный, улыбается, штампики всем расставляет, всем проставил, всех пустили, тут все улыбаются, все на расслабоне, никто тебя не трогает, всем... Вот у них еще такое черта, им вообще пофиг на самом деле, как ты там одет, что ты там думаешь, куда ты там идешь, лишь бы ты другим не мешал и можешь жить как хочешь вообще, им по барабану абсолютно. Мгм. Это классно, конечно. Поэтому здесь никто русских не притесняет, не трогает абсолютно, это точно. Мгм. Вот. Ну, а свободное время вообще вот как проводите в Буэнос-Айресе? Чем занимаетесь? Да я работаю в основном в свободное время. Мне нечем похвастаться, там кто-то там, я там на серфинге, я там на еще чем-то. Вот. Нет, у меня такого нет, я в основном работаю все время. Ну, жена с детьми тут находит чем заняться, она там тут может с детьми, тут куча всяких площадок есть, она может пойти там в эти, тут магазины разные всякие, причем есть, она там у меня шьет, она покупает в магазин тканей, ходит там, еще куда-то, как бы, пойти есть куда. Вот. Просто это я такой не особо люблю погулять. А здесь еще рядом, мы сейчас живем, есть китайский квартал Барио Чина, там тоже интересно очень погулять, там всякого китайского барахла много всякого интересного. И еда китайская всякая тоже. То есть тут на самом деле, если так посмотреть, тут развлечений очень много, я просто особо не успеваю просто найти время на эти развлечения. А так, если у человека свободное время есть и там, допустим, какой-то пассивный доход, и человек приехал, просто у него вот, пожалуйста, чем мне заняться, я думаю, тут найдет он и все виды спорта любые, и, пожалуйста, любые парки, парков до хрена тут просто. Очень много всяких парков, скверов и так далее. Поэтому все тут есть, с этим проблем нету, нам найти досуг. Вот. Мгм. Ну вот и часто людей вообще волнует наших, ну, наверное, одно из таких возражений вот по поводу испанского языка. Вот как вот с испанским, Мгм. не знаю, вот что нам делать, то есть у вас как с испанским было, когда ехали, то есть столкнулись ли с какими-то препятствиями, без, если не знали. Да, нам тоже говорили такое. Я вот, честно говоря, не очень понимаю переживания этих людей, потому что, во-первых, есть Google Translate. Вот здесь вот в такой коробочке волшебной можно ее взять с собой и голосом прям общаться. Это все работает идеально. То есть не нужно знать язык, чтобы
общаться с людьми, у нас есть технологии. И сейчас, кроме таких, что голосом в телефон, даже есть вот в наушник вставляешь, и он слышит того речь, тебе сразу в ухо переводит, ты говоришь, там можно что угодно. Да, сейчас куча технологий, можно подготовиться, это все доступно, недорого. И никаких проблем с испанским нет. Плюс на крайний случай можно попробовать на английском поговорить. Понятно, что здесь не все говорят на английском, но тем не менее. Мне даже таксисты попадались, которые по-английски со мной пытались говорить. Вот. А если в какой-то дорогой магазин зайти, там 100% по-английски говорят. В какой-нибудь Apple Store зайдешь, естественно, по-английски там будут говорить. Вот. Поэтому здесь вообще никаких проблем. Ну еще плюс испанский, он на самом деле не такой уж сложный, у него очень много слов, какие-то похожих на английский, каких-то много на русских похожих слов. Вот. А все в остальном, там магазин, еще что-то, это вообще ерунда. Тут проблем нету и можно спокойно. Ну, плюс можно подучить испанский. В конце концов, пока здесь находишься, можно его по чуть-чуть. Оно в среде гораздо легче учится, чем просто где-то в России учить испанский. Так что вообще никаких проблем. Это какие-то, мне кажется, это предубеждение вот людей, кто постарше, которые жили в какие-то времена, когда не было телефонов, смартфонов, когда все еще вот как-то нужен был язык для работы. Сейчас же можно удаленно работать на Россию, например, и в принципе вот я работаю, у меня все на русском на работе. Вот, это раньше там приехал, пойду устраиваться в порт, на корабль там работать, надо язык там этот испанский изучить. Ну, короче, это старые какие-то убеждения, их уже давно это все не актуально, короче. Так что вот такие дела. У нас молодые, вот и мне ровесники тоже. Вот как же я без испанского, я там это, я говорю, ну, Ну, странно, ну, а кем они работают? Ну, если программисты, они что? Вот у них же технологии есть, ну, ну, не все знаю. программисты. Не знаю, не знаю. В общем, я проблем здесь вообще не заметил, сложностей у нас особо не было с этим. Мгм. Ну, а по стоимости жизни вот в Буэнос-Айресе многие спрашивают вообще, вот сколько стоит примерно, тем более вот если с семьей ехать. Понятно, у каждого Да, это на самом деле один самый огромный плюс вообще Аргентины. Это жизнь короче, цена здесь, как сформулировать, короче, не цена жизни, а вообще сколько стоит здесь проживать, это очень самый классный, огромный плюс. Вот, потому что здесь все очень дешево. Ну, очень дешево, если вы работаете либо там на Россию, либо получаете зарплату в долларах, либо еще как-то. Главное, не в песо. Вот, потому что в таком случае, если зарубежная зарплата, то здесь очень классно. И здесь гораздо дешевле, чем, я не знаю, чем в Грузии, чем в той же Турции, чем в том же Краснодаре. Прям, ну, дешевле. Прям, я не знаю, ну, может, не в 2 раза. Ну, тут еще такая история, что какие-то штуки здесь очень дешевые, ну, типа там мясо, вино, там всякие, еда какая-нибудь местная. Она очень дешевая, очень вкусное, мясо какое-то божественное, нереальное. Там вино дешевое, причем самое вино какое-то самое-самое крутое можно взять, и оно все равно будет очень дешево стоить. То есть ты не найдешь просто дорогого вина, то есть и ты хочешь найти дорогое вино, приходишь в магазин, где эти вина продаются, говоришь, дайте мне самое дорогое, на тебя вот так смотрят, типа ничего себе, и приносят какую-нибудь бутылку, и ты на рубли переводишь, это получается там что-то там 2000 рублей, типа. И это у них вообще самое дорогое. А типа обычное стоит там 500, 300 и там 200 рублей, и еще и там можно и меньше. Ну, то есть, за 500 рублей это будет тоже офигенское вино, короче. То есть, ну, я не знаю, оно еще там у них такие цены есть, что можно, и даже кто брал там самое дешманское, говорит, это хорошее вино, нормальное. То есть, я не знаю, что они с ним делают, из чего они его там делают, но плюс мясо у них, конечно, классное, вот эти все стейки там они научились хорошо их жарить, они нежные там и так далее. И в целом еда дешевая. Что здесь дорого, это техника, бытовая техника, вот всякие вот наушники, компьютеры, оно дороже стоит. Вот. Поэтому лучше везти с собой технику какую-нибудь. Ну, либо здесь можно заказывать через байеров, они из Америки везут. Мгм. Вот, поэтому, но в целом вот это огромный плюс, и как раз за этим можно и ехать в Аргентину, если зарплата небольшая и хочется как-то недорого жить, то Аргентина это как раз прям то, что надо.
Ну вот, во всяком случае сейчас, я не знаю, может потом все поменяется. Сейчас вот так, вот на данный момент. Мгм. Мгм. Ну, а вообще вот какие вот есть, можно выделить три плюса, допустим, и три минуса жизни вот в Аргентине? Так, три плюса, три минуса. Ну вот по плюсам это да, то, что дешево, это то, что климат, и, пожалуй, то, что вот миграционная политика мягкая, хотя вот начинают потихонечку они начинают гайки-то прикручивать. Вот. Но пока еще нормально, но уже чувствуется, что могут они это что-то начать делать. Вот. Но из плюсов миграционная политика, климат, дешевая еда. Из минусов, наверное, сервисы не очень хорошо развиты, всякие доставки, они есть, но они на очень низком уровне. Немножко вот это их черта такая национальная маньяна, что завтра, все завтра. Они немножко слишком на расслабоне, как бы, и типа с непривычки это немножко может раздражать. Ну, как бы со временем привыкаешь, конечно, но в целом это все-таки минус, наверное. Вот. Ну и то, что все-таки вот то, что если телефон оставишь вот так на столе на улице, могут его свистнуть, это все-таки тоже минус, потому что там в других, ну, в той же Грузии я помню, что телефоны люди оставляли на лавочке, уходили куда-то в магазин, возвращаясь, они там лежали. Там никогда никто не украдет, это типа у них вообще считается прям, там скорее убьют как раз. Вот, а здесь наоборот, здесь тебя не убьют, но могут украсть чего-нибудь. Вот как-то так. Понял. А насчет, кстати, вот жизни в Аргентине, а сколько вот у вас на 5 человек выходит на семью, вот трое детей, вы с женой, так, с квартирой? Так, у нас получается, сейчас скажу, у нас получается выходит, квартиру мы снимаем за $550. Это ну, три спальни, гостиная и кухня. Вот, это $550 стоит в месяц. Сразу мы на год подписали. Ну, до этого мы сначала 3 месяца пожили за $1000 в такой же квартире, но просто в другом районе, более центральном. Вот. Ну, и сейчас вот получается, значит, $550 в месяц это жилье, и у нас уходит просто на жизнь, на еду, на какие-то куда-то съездить, что-то сделать. Ну, где-то там у меня чуть плавающие суммы, но сейчас я скажу. Где-то 2500 долларов уходит. Ну да, где-то так. 2500, наверное, на... Ну, можно на самом деле уложиться и меньше. Где-то 2200 вот так. И плюс у нас вот, ну мы еще, то, что мы платим $500 за квартиру, мы просто сдаем дом. Вот, кстати, тоже очень удобный способ. Можно, если у кого-то есть недвижимость в России, можно ее сдавать и на эти деньги здесь снимать. Вот мы там сдаем за $550 в России, здесь за 550 как бы не снимаем, поэтому для нас ну, жилье типа как бесплатное. Ну, то есть оно уже оплачивается. И получается $2000 там с копейками, там 2200 где-то 2 у нас на жизнь, на месяц мы тратим. Вот, как-то так. Ну, тут да, потому что вот у нас еще один, вот брали интервью с нашим клиентом, он говорит, ну, я примерно на одного трачу $2000. Я думаю, куда ты столько? Тут как кто живет. Так как кто живет, да, конечно, можно тратить и больше, и Мгм. 5 и 6 и на одного, и так далее. Вот. Ну и просто у нас-то особо как, я же говорю, особо-то что, у нас на еду уходит, да, на какие-то детям что-то, там, одежду какую-то купить и так далее. Мы особо там, а так если там на развлечения, на какие-то там, не знаю, на яхтах там покататься, на каких-нибудь сноубордах там поехать в горы, еще там, конечно, будет уходить больше. Все от как человек живет зависит, естественно. Вот. Просто еще хочется там что-то отложить, какую-то денежку попробовать хотя бы. Вот. Поэтому тут, ну, еще скажу, что вот, кстати, я не знаю, почему все едут в Палермо и Риколету. Там уже ходишь по Палермо и Риколете, вот без шуток, русская речь это всюду. Ты приходишь там, если на площадку с детьми, там уже только русские дети. Там скоро будет это русский квартал станет. Там реально уже, ну, становится типа, ну, я думаю, аргентинцам, наверное, уже страшно становится, что типа, что столько русских там. Вот. И все, и кто там арендует жилье, у них цены, конечно, совсем другие. Там не $500, там и 1500, и $2000, и 2500. И люди приезжают, некоторые говорят, нам подороже, пожалуйста, подберите что-нибудь. То есть даже есть такие, что хотят, чтобы мы подороже нашли вариант.
Вот. И от этого там, конечно, жилье не дешево. А если взять чуть-чуть, вот, где местные живут, не обязательно брать опасные районы. Коглан, вот у нас Коглан район, он чуть-чуть просто от центра сбоку, недалеко от китайского квартала. Хороший район, зеленый, здесь тихо, спокойно, никто никого не грабит, все прекрасно. Вот. Здесь дешевое жилье, ну, дешевое тоже относительно. Потому что для аргентинцев $550 за то, что мы снимаем, для них это тоже дорого. Они говорят, это что-то вам цену загнули, типа. То есть, то есть это, ну, вот я с местным встретился, он чуть по-русски говорит, привозил, деньги мне этот разменивал. И он говорит, а сколько вы платите? Я ему сказал, он говорит, ой, это что-то дорого, говорит, должно такое, он говорит, максимум $300, типа, стоить. Хотя тут вот непонятно, то есть, а там в Риколете, например, такое вот, как мы здесь снимаем, будет не $500 стоить, а такая же точно квартира, но будет стоить, ну, 1500. Типа, ну, то есть, вообще от района очень сильно зависит. И там некоторые еще приезжают, им нужен вот такой ремонт, чтобы там все супер современное, там робот-пылесос, чтобы уже был там все, чтобы, ну, фарш полный, короче, там, чтобы все было. Ну, мы не такие, скромно, то есть там столы, стулья, вот есть холодильник мы купили технику сами, мы без техники снимали. Вот. Ну, как бы, тоже, кстати, дешевле, если без мебели, без техники. Мгм. Вот. Хорошо, ну а насколько вообще сложно жить вот иммигранту в Аргентине? Ну, как бы общий фон, вот, допустим, вот человек приезжает, хочет получить гражданство, Мгм. понятно, нужно там жить. То есть вообще вот, ну, если из России выдернуть вот человека как морковку из грядки и там поселить вот в эту среду, насколько вообще вот комфортно, самое Ну, эмоционально именно комфортно. ну, тут сложно сказать, все же люди разные, да, у каждого как каждый себя здесь будет чувствовать, сложно сказать, вот. Но все зависит еще от того, почему человек уехал. Если человек очень хотел уехать давно, и он сюда попадет, то, наверное, будет классно. А если вынужден был уехать, то, мне кажется, нигде хорошо не будет. Поэтому здесь сложно сказать. Ну, в целом-то как? Блин, ну, нормально. В целом живется хорошо. Ну, я не скажу, что какие-то тут серьезные проблемы возникают или какие-то страхи. Во всяком случае, здесь, когда находишься, вот эти все проблемы, которые происходят сейчас вот на континенте вот другом, где находится Европа, Россия и так далее, они кажутся очень далекими, эти проблемы, и типа, и как-то от этого очень спокойно становится. Ну и, в принципе, последний вопрос. Вообще, вот какие рекомендации, допустим, дали бы людям, которые вот только планируют, то есть выбирают между там, куда ехать и ехать ли вообще, то есть и вот насколько стоит им поторопиться или там не стоит? Ну, поторопиться, наверное, стоит, да, потому что Аргентина может начать закручивать гайки с миграционкой могут, потому что они видят, что русские едут, и они немножко от этого напрягаются. Не знаю, может, не будут дальше ничего, может, и будут, но я вот, например, жалею, что мы сразу сюда не поехали, а поехали сначала в Грузию. Надо было сразу в Аргентину ехать. Вот. Ну, а так, какой тут может быть совет? Тут все очень индивидуально, сложно такие советы давать. Вот. Я доволен абсолютно. И здесь вполне можно прожить достаточное время, и 5 и 10 лет. И потом, если надоест, можно уже, если уж получится получить гражданство, дай бог, если это получится, конечно, сделать, вот, то можно будет потом там в США поехать, например. То есть, а так, я не знаю, мне сложно представить, что я проживу здесь всю жизнь, но если так сложится, наверное, я не очень сильно расстроюсь. Ну, типа, не знаю, тут еще от того зависит, люди собираются в Россию возвращаться или нет, и через сколько. Короче, здесь полная неопределенность еще в мире, поэтому, но ехать, если люди хотят сейчас куда-то ехать, из России хотят куда-то уехать, мне кажется, Аргентина сейчас отличный вариант. Пока еще да. Может быть, чуть пройдет время и что-то будет, ну, то есть она уравняется и как-то станет там уже не такие условия привлекательные, как сейчас, но пока возможность еще есть. Вот раньше люди ехали там в каком-нибудь 19 веке, они вообще ехали в пустоту, в никуда. То есть они не могли узнать, что там их ждет, вот вообще абсолютно. Сейчас ты можешь YouTube открыть, посмотреть улицы все, Google Street View открыть по всем улицам, посмотреть, где ты жить будешь.
посмотреть на YouTube вообще все досконально. А мы еще приехали, кстати, был этот же чемпионат по футболу, чемпионат мира. И мы, когда приехали, во-первых, в самолете мы летели, там болельщики орали на весь самолет. Они смотрели прямо на вот этих экранах в самолете какой-то там матч. Вот. И, короче, я думал, самолет рухнет, они прыгали прям там. Вот. И потом мы прилетели, когда тут тоже все, короче, ну, тут просто это такого праздника тут больше и не было никогда. То есть это круче, чем Новый год. Это вот вообще, что творилось, особенно когда они выиграли, это было вообще что-то. Тут просто миллионы людей, все там вывалили на улицы, это было, все позакрывалось, короче. Да, да, мы прямо на вот это попали, и нас Аргентина встретила вот этим вот. Такие приехали, блин, вот мы а я еще не очень футболист, я особо футбол как-то типа и не смотрю даже, и мы приезжаем, а тут футбол это религия, у них мячи эти везде, Месси везде, и, короче. Вот это, кстати, к этому надо быть готовым, что тут футбол везде, и типа могут спросить там, за какой клуб болеешь, и ответ ни за какой не прокатит, как такого не может быть, типа, ты за какой-то болеешь, просто не хочешь говорить, наверное, но так не бывает, чтобы человек ни за какой не болел. Ну, короче, да, такая черта у них футбольная, вот, Ну хорошо, Андрей, да, тогда спасибо за позитивный отзыв. Я надеюсь, пожалуйста. это, да, поможет принять решение к переезду или наоборот какие-то там закроет вопросы. То есть, вот, спасибо. Мгм, мгм. Да, пожалуйста, хорошо, все, я рад, что, надеюсь, поможет, да, это как-то. Я тоже. Спасибо. Вот.